Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодняшний блог я хочу посвятить актуальной ситуации с запчастями в России на данный момент. И начну сегодняшнее обсуждение, как ни странно, я с вот этой бутылки Кока-Колы. Она, как это неудивительно, имеет прямое отношение к моему сегодняшнему рассказу. А знаете почему? Ну, казалось бы, на вид, вот я ее кручу, обычная бутылка. Да, Кока-Кола, похоже, что казахская, да. Сейчас, как вы знаете, у нас актуален параллельный импорт, потому что многие компании, в том числе и это, ушли из России, с российского рынка. Но есть одна проблема. Дело все в том, что это не настоящая кола. Эта бутылка поддельная. Только вдумайтесь сейчас вот внимательно в предложение, которое я сейчас скажу. Вы мне, конечно, можете не верить, но у меня вот тут все попробовали на работе и все подтвердили. Это подделка под казахскую Кока-Колу. То есть под предлогом того, что у нас параллельный импорт, где-то в подвалах кто-то разливает поддельную колу. Вот эта бутылка стоила мне 200 рублей. На секундочку, я просто так, чтобы было понимание, я купил ее в палатке с шаурмой. Да, может быть, это не лучшее место, и может быть, это хорошая почва для продажи контрафактной продукции, но я хочу обратить особое внимание на то, что такие вещи раньше никто никогда не подделывал, потому что они довольно дешевые, ее производили в России, и ее всегда было довольно легко достать. Я хочу сейчас провести аналогию с рынком моторных масел, которые очень многие тоже поуходили с российского рынка. Я думаю, что для вас абсолютно не является секретом, что моторные масла подделывали всегда. Но сейчас вот этот вот параллельный импорт, под предлогом которого к нам эти масла завозятся, он абсолютно убивает все доказательства подлинности вот этого вот масла, которое мы раньше старались покупать всегда у официальных дистрибьюторов, у которых были все сертификаты на то, что прям напрямую производитель им это масло поставляет и так далее. Вот я, допустим, маслами Эни торгую уже давно. Я считаю, что уже теперь разумно сказать торговал. Потому что все, что я распродаю сейчас, это остатки масел с прошлого и позапрошлого сезона. Я человек запасливый, и у меня они до сих пор есть. То есть этот сезон как-нибудь мы продержимся до конца. Что мы будем лить в следующем сезоне, я, честно говоря, не знаю. Потому что убедиться в подлинности хоть какого-то масла у меня нет ни малейшей возможности. То есть это все абсолютно, вот что называется, пальцем в небо. Очень многие сейчас начнут писать, что выходом является заливать масла отечественных производителей, потому что наш любимый Лукойл или Газпром или кто-нибудь еще действительно хорошего качества. Последние 10 лет есть очень много хорошего опыта и так далее, и цены на них приятные и все остальное. Но здесь я могу возразить. У меня есть опыт заливания в редукторы скутеров масел Лукойл трансмиссионных. Я уже там не буду вдаваться в подробности какие, все подбиралось по допускам производителя. И вы знаете, в чем заключается вся проблема? В том, что Лукойл, насколько я знаю, может меня сейчас кто-то поправит, я в ойл-клубе не сижу и в этом всем маслосраче не участвую. Однако есть информация, что Лукойл использовал мобиловские присадки. Насколько я могу предположить, опять же, я к этому видео не готовился, поэтому поправьте меня в комментариях, если я не прав. Насколько я могу предположить, поскольку компания Mobil официально ушла из России, скорее всего, и присадки свои Лукойлу она поставлять перестала. Насколько я знаю, у нас своя российская база для масел очень хорошая, но, к сожалению, с присадками и с их производством качественными у нас сложновато. И в июне этого года я открыл
новую канистру этого лукойловского масла. У меня заканчивалось еще купленное в прошлом году и, собственно, уже купленное в этом году открывалось. И вы знаете, какая проблема? Лукойловское масло, купленное в этом году, явно по консистенции намного темнее и даже пахнет по-другому, нежели прошлогоднее. Это свидетельствует о том, что, я не думаю, что лукойловские масла кто-то подделывает, опять же, может, я не прав. Это говорит о том, что состав этих масел очень сильно поменялся. И я действительно думаю, что вот это масло было очень качественным последние 10 лет, потому что наша индустрия производства масел очень сильно шагнула вперед за последние годы. Здесь я вообще ни разу с этим не спорю. Я просто могу сделать вывод, что состав сильно поменялся, и дальше мы в качестве уверены пока что быть не можем, пока это все не будет проверено временем. Здесь получается очень серьезная зона риска, потому что вроде бы, казалось бы, какое-то масло, которое можно купить везде, но последствия, то есть переборка двигателя стоит намного дороже, чем самое дорогое масло, я думаю, тоже это никому объяснять не надо. Мне вообще постоянно пишут с вопросами, какое масло лить. И на протяжении последних 10 лет я на этот вопрос отвечал всегда одинаково. Во-первых, вечный спор, какое масло лить, это на форумах есть отдельные разделы, есть Oil Club, есть там куча всего. С обсуждениями, какое масло лить, это вообще туда. Потому что на то, какое масло лить, нет правильного ответа. Я всегда отвечаю, во-первых, моторное, если в мотор. Если в редуктор, то трансмиссионное, как правило. Там тоже есть споры в разных мануалах, это уже тоже нюансы. Сейчас затрагивать их не будем. Во-вторых, если меня спрашивают, какое масло лить в двигатель Skyway, я говорю, моторное 10V40. Мне такие сразу следующий вопрос. А производитель? А вот на этот вопрос нету нормального ответа. Потому что если любой нормальный большой производитель, хоть российский, хоть не российский, прописал определенные нормы в характеристиках своего масла, то значит оно соответствует по нормам качества, и можно его смело заливать, по идее. Самое главное, чтобы это масло было настоящим. И совершенно не обязательно льете вы Eni, Матюль, Лукойл, я не знаю, что угодно. Хоть Total, хоть не знаю, вообще прям любое масло, какое ни возьмите. Да, есть отдельные нарекания на одни масла, на другие, но чаще всего они связаны все-таки с подделками. Поэтому я хочу сейчас вас призвать, чтобы вы были осторожны и никогда не велись на эти рассказы, что мы завезли через Белоруссию, через Казахстан, через параллельный импорт. Я вам открою секрет, Казахстан вообще-то не очень-то хочет нарушать санкции, и они очень осторожно относятся к параллельному импорту, как и Турция. Они, безусловно, все так или иначе нам очень помогают в этой непростой ситуации, но в открытую никто не хочет на себя тоже навлекать какие-либо беды. Поэтому будьте осторожны и аккуратны. Насколько я знаю, решение приходит постепенно на наш рынок. Это корейские и китайские масла, но пока этих производителей еще никто не знает. Это новые для нас имена, и надо постепенно пробовать обкатывать это дело. Я очень буду рад, если у вас есть опыт использования таких масел, а также какие-то контакты дистрибьюторов или что-то в этом духе, если вы лично мне об этом напишите, либо если про практический опыт использования тех или иных масел напишите в комментариях, тоже это будет, я думаю, для многих очень полезной информацией. А на сегодня у меня все. Это был такой кратенький крик души, можно сказать. С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Всем пока!